Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Что нам напророчат карты? Будем реалистами, конечно. Любой расклад не расскажет, увы, о личной жизни, истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какую-то подсказку вы получите. Переворачивается вам туз пентаклей. Для кого-то это начинание. Все-таки туз один. Это как зерно, которое мы садим в землю, или основа наших начинаний. Это может быть обучение или проба себя в каком-то новом деле. Для кого-то банально получение денег, все же пентакли. Но даже если какие-то дела, то они могут быть связаны либо с документами, или имеют смысл профессиональный. В конечном итоге можно все свести все равно к деньгам. Есть какой-то интерес что-либо продолжать, начинать, действовать, мои дорогие овны. Это как раз про вас. Причем, не в пустоту, а так вот, чтобы для пользы самого себя, для душевной радости самой себе и финансового эквивалента. Итак, что же важно знать? Зададим наши традиционные вопросы. Или что будет в центре вашего внимания? Неожиданности или чего не избежать? Как видят карты, чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что вас будет радовать? Для вас плюс. Что скрыто? И энергии по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии денег на неделе. И что по личной жизни нам подскажут карты. Итак, что же важно знать? Вот для вас важно эмоционально не включиться в те дела, которые вам, по сути дела, не нужны. Семерка жезлов следует за шестеркой жезлов. Шестерка жезлов у нас победа. С одной стороны, ваша сильная позиция, с другой стороны, это карта соревнований или того, когда нас пытаются приобщить к какому-то делу. Сама по себе карта может говорить, что важно знать. Неделя может быть несколько турбулентной, много дел. Может быть, это вы себе напланировали какую-то и не одну задачу, и тут еще присоединяются какие-то просьбы со стороны, да, как окружающих, или просьбы ваших близких, когда нужно успеть все и всюду, или какое-то известие приходит, сваливается буквально нам на голову, и мы знаем, что это нужно было сделать вчера. И все же карта говорит, перед тем, как включаться в какой-то вопрос, успевай додумать, нужно ли тебе этим заниматься, иначе на что-то более важное попросту не хватит времени, сил, энергии. Или есть конкретная тема, которая более интересна кому-то, нежели тебе. Вот правильно распределить свое время, свои силы, свою энергию, мои дорогие овны. И правда вы люди энергичные. И главное вас так это зажечь эмоционально. А дальше овен уже понесся. Но вот здесь не нужно, здесь нужно остановиться. Все же карта в первую очередь говорит. Сначала полшага назад, потом подумать, а потом как ты это будешь осуществлять или будешь ли осуществлять, заниматься этим вообще. Неожиданности. Правда, сильная позиция. Мои дорогие девочки, это где-то вы можете быть все же женская карта, когда к вам кто-то испытывает внимание, сильное влечение, страсть. Такое тоже может проиграться. Или для вас есть личный интерес, романтические отношения. Но, безусловно, это больше карта с энергетикой мага. По сути, все то, что я только что говорила. Нейтральная позиция, дипломатия. У нас лев– это прообраз нашего эго и эмоций на короткой цепочке. Поэтому в неожиданностях мы можем, так вот, знаете, резко отреагировать на какую-то новость. Как вспыхнуть, понимаете? Мы с чем-то можем быть не согласны. А карта говорит, а нет, нейтралитет. Никому не показывай, что же ты думаешь на самом деле. Мои дорогие овны, никто не должен считать с вашего лица, что вы думаете на самом деле. Оставайтесь для всех загадкой. Это ко всем относится. К мужчинам, к женщинам. Может быть, для вас, мои дорогие мужчины, и правда будет такая женщина очень интересная где-то в ваших энергиях, которая вас так побуждает, как побудительный мотив сама по себе, на какие-то, сама по себе точнее, побуждает вас на какие-то подвиги. Может быть и так. Но опять же, карта нас возвращает к тому, чтобы держать эмоциональный баланс.
При том, при всем, что действительно сильная позиция. В неожиданностях есть возможность решить какой-то для вас, мои дорогие овны, важный вопрос, который вы бы хотели для себя как-то продвинуть или организовать, или что-то осуществить. Правда, сильная позиция. Чему сейчас не время? Останавливаться, брать паузу, но правильно распределить силы. А также эта карта говорит, мы складываем оружие, вот здесь складывать оружие, тем не менее, не время. И при том, при всем, посмотрите, 3 карты выпали, да? Немножко разная энергетика. Вроде бы как и есть, мы сказали, соревнование или многозадачность. И карта призывает к тому, чтобы мы не спешили, успели додумать или продумать, как мы будем действовать. Но и останавливаться тоже не время. Значит, какие-то выверенные действия, продуманные до мельчайших деталей у вас должны быть на этой неделе. Я бы сказала, все эти 3 карты, мои дорогие, при сильной позиции вы не должны совершить какую-то ошибку. Давайте посмотрим, что вам помогает. У вас действительно сильная позиция. Карта императрицы. Для кого-то это карта императрицы, важная женщина в вашей жизни, мои дорогие мужчины, правда. Такое может проиграться. И это ваша близкая женщина, мои дорогие девочки. Это как известие вполне вероятно, или может быть вы это уже знаете. Я жду ребенка. И с этим будет сопряжена организация вашей личной жизни совершенно по-новому. Или обустройство быта. Или все то, что сводится к благополучию. Мои дорогие, у кого-то может проиграться все же эта карта статуса и власти, как получение предложения руки и сердца или перевод ваших отношений в новый статус. И здесь, понятно, у каждого по-разному. Есть возможность что-то довести до логического конца, с чем-то определиться. И если это мы про личную жизнь, у кого какая-то личная история не очень со знаком плюс или утрачено взаимопонимание, скорее всего, вы будете отталкиваться от того, что с одной стороны есть на самом деле и какой-то вопрос вам захочется решить быстрее. И у вас где-то это получается. Чего-то вы не должны оставить на потом. Очень положительно благоприятная для вас неделя в целом, но все то, что вот по 3 картам я сказала, не ошибиться, не поторопиться, успеть проанализировать ситуацию или какие-то возможности по документам, или, может быть, это приходит как какая-то новость, может быть, даже слух какой-то, и его тоже есть смысл проанализировать. Как-то это будет связано с внешней обстановкой или, возможно, с вашими какими-то сейчас реальностями, когда вы можете что-то осуществить. Смена статуса у кого-то может пройти по работе, когда вы можете получить новую должность. Или себя как минимум не поставить на функцию выполнителя каких-то дел или на вторые роли, а как раз выйти на авансцену. В целом это вам помогает, мои дорогие овны. Заявите о себе, о вашей популярности. Может быть, это тоже имеет смысл. Все же карта императрица, она у нас плодовита. И не только буквально, как я сказала, для девочек, но еще и плодовита на идеи. И поэтому эта карта несет в себе смысл нового «я». Поэтому организация своей собственной жизни от начала до конца и в каких-то деталях, и в малом, и в большом. Соединить возвышенное и земное. Это все вам помогает. Что скрыто? Какой-то период жизни у вас завершается. И у кого-либо из вас это будет сопряжено. Либо бизнес, дела, работа, оформление важных документов, или приход в вашу жизнь нового человека, или отношения переходят на новый уровень. Все то, что я говорила по карте императрица, это карта возрождения. Но это пока еще скрыто. Вы можете пока не видеть, как окончательно будет вами расставлены либо точки над «и», либо последний аккорд. Значит, что-то близится к финалу, к завершению, но еще не пока. Пока не на этой неделе вы можете сказать, что да, я какой-то гештальт уже закрыл или закрыла. Дела, работа, бизнес. Вот правда, нечего сказать. Карта Солнца. У вас и планетарно, мои дорогие овны, благоприятный период. И кому интересно, перейдите, я оставлю в описании под видео ссылку на свой сайт «Гороскоп на май», именно планетарный. Прочитайте по асценденту. Там будут подсказки. И я тоже надеюсь,
Вы какую-то свою стратегию, возможно, продумаете более четко, но нет препятствий от начала до конца. Посмотрите, какие сильные карты. Старшие арканы, сила, императрица, в значении, что помогает. Дела, работа, бизнес, солнце. Да здесь что хотите, хоть документы, хоть заработки, хоть карьера или какие-либо иные ваши чувстволюбивые планы. Деньги. А вот с деньгами нужно так вот не торопиться. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Он как раз подмечает, ну, все тонкости, нюансы. Или для кого-то из вас конкретно может быть новый проект, новая тема. Всегда по рыцарю Пентаклей мы что-то начинаем или обновляем, или структурируем как-то иначе. Элемент обновления присутствует. И по этой карте, если мы спросили деньги, вот здесь как раз прогресс денег на далекий период времени. Отчасти карта призывает: продумывай свою стратегию и тактику, Овен. Ты действительно не должен ошибиться, потому что то, чем ты должен заниматься, или то, что касается денег, это должно быть продолжено на долгий период времени. Иными словами, это должно быть что-то надежное, то, что согласовывается с законом, то, что принято в вашей местности, может быть, в вашем социуме, но как-то не должно быть дисбаланса. И не надеемся на легкие деньги. Здесь все же карта марафонского успеха, как я ее называю. Это наши усилия, которые будут приложены в течение ряда лет, но эквивалент денежный, он тоже будет идти по возрастающей. Поэтому вот не на сиюминутный какой-то эффект. Но если мы про траты, то значит их тоже нужно как-то распределить грамотно. Что же в личной жизни? Рыцарь мечей. Правда, какая-то история, если была со знаком минус, у нас вверху карта императрицы, вы здесь по личной жизни эти вопросы можете для себя прояснить, что же есть на самом деле в наших отношениях по рыцарю мечей. Всегда хочется докопаться до сути и до правды, и кто-то таки будет докапываться. Или вы можете попросту какие-то разговоры важные на чистоту провести, но для вас будет важно быть дипломатом, мои дорогие овны, не сорваться в эмоциональный какой-то стресс, всплеск, или никому ничего не доказывать, понимаете, принять какую-то реальность и не пытаться изменить людей. Хотя для кого-то из вас это может быть сопряжено. Все же личная жизнь не только про любовь. Это наши амбиции. Так вот, если вы один или одна, или вы больше уделяете внимание на построению карьеры, собственного бизнеса, здесь как раз какие-то проверяющие могут быть. Или иногда проходят по этой карте. Или документы, которые мы получаем. Ну, у кого-то декларацию, может быть, подготавливаете вы. И для вас нужно сделать все очень пунктуально, чтобы не было каких-то в дальнейшем к вам вопросов и закрыть какое-то дело. Может быть и так. И здесь тогда отчасти рыцарь мечи все-таки у нас это должно согласовываться с законом или найти какую-то недостающую информацию и никаких эмоций. Хотя вы-то как раз можете даже столкнуться с людьми на этой неделе, которые ведут себя как-то странно или пытаются вас вызвать на конфликт. Притом при всем, что у вас сильная позиция. Впереди семерка жезлов, мои дорогие. И я сказала, что много каких-то либо людей, либо многозадачность. И вы можете кому-то попросту отказать, потому что есть что-то более существенное, нежели включаться в вопросы, которые более интересны кому-то, тратить твое время. И вот этот человек, кому вы скажете нет, может это воспринять в штыки. К этому будьте тоже готовы. Поэтому нейтралитет и дипломатия – это ваша все, сильная позиция. Как ни крути, что по личной жизни, что по вашим дальнейшим планам, где-то и по деньгам, по самореализации в целом. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.